Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня хобби-влог, и хочу показать вам гуашь новую, которую я заказала недавно. Это гуашь Сонет от Невской палитры. Здесь 6 цветов, и все они металлические. Вообще, я хотела заказать гуашь Старый Мастер от Гаммы. Увидела в Инстаграме, что у них вышла новая гуашь, тоже 6 цветов и тоже металлик, но не смогла найти на Озон этот продукт, и поэтому решила заказать такую гуашь от Невской палитры. И давайте сейчас с вами вместе сделаем выкраску. Я очень долго пыталась открыть эту гуашь, и в итоге сделала это за кадром, потому что, она намертво просто приварена, эта крышка, к соединительному кольцу. В итоге открыла все за кадром и сразу приступаю к выкраске. Гуашь достаточно жидкая. У меня есть даже впечатление, что напоминает акрил. У меня тоже есть жидкий золотой акрил в баночке. И вот по консистенции очень похожа. Она имеет такую немного желейную консистенцию. Совершенно не похожа на гуашь в тюбиках, которые у меня есть. Совсем другая консистенция. Но несмотря на то, что она более жидкая, на бумагу ложится достаточно плотно и хорошо, но и наношу я тоже ее достаточно плотно, как видите. Несколько раз прохожусь кисточкой, чтобы более-менее размазать по бумаге. И еще она лучше гораздо наносится, если использовать кисть натуральную, не синтетическую. Я вот взяла кисть Белка. Один из цветов, который называется светлое серебро, он разложился на составляющие. Как вы можете видеть, тут образовалась какая-то желтая жидкость. Не знаю, из-за чего это. Остальные цвета абсолютно нормальные. Возможно, дело в составе. Либо эта гуашь довольно долго лежала. Не знаю, в чем дело. Тем не менее, наберу краску со дна и все равно сделаю выкраску. Я думаю, что несмотря на такой вид, гуашью этой вполне можно пользоваться. У меня такая ситуация была когда-то с белилами титановыми от Невской палитры тоже. У меня очень долго лежала баночка, и она также разложилась на составляющие. Краска осела вниз, а сверху образовалась вот такая желтенькая жидкость. Сам этот цвет очень светлый, практически белый, но при свете видно, как он блестит. Похоже на такой перламутровый цвет скорее. Мне кажется, что название светлое серебро к нему не очень подходит. Следующий цвет называется золото ацтеков. Очень красивый цвет, глубокий золотой с медным отливом. Вообще меня в последнее время потянуло на какие-то металлические цвета, золотые. Как вы видели в прошлом моем видео, я использовала блестки в раскраске. И вообще хочется чего-то праздничного, золотого, сияющего. Не знаю, с чем это связано, такое настроение, наверное. Следующий цвет очень красивый. Вообще это, наверное, из всех 6 цветов самый долгожданный цвет. Я когда заказывала, то возлагала большие надежды именно на этот цвет. Это такое золото с зеленоватым оттенком, очень темное. Называется цвет античное золото. И название очень даже к нему подходит. Вообще смотрится очень красиво. К сожалению, на камере он немножко темноват. Но после того, как высохнет, я вам покажу под разными углами. И вы увидите, что этот цвет просто потрясающий. Мои надежды на него оправдались. Думаю, что буду активно его использовать. И последний цвет у нас называется бронза. И он действительно бронзовый. Тоже очень красивый. Вообще я поняла, что 3 последние цвета, вот если на выкраску смотреть, мне нравятся больше всего, потому что серебряный и золотой это как-то слишком обычно. Третий цвет это такой жемчужно-серебристый, он слишком светлый, хотя красивый. А вот 3 последних цвета, самое то. Я бы так сказала, и надеюсь, что буду их активно использовать в раскрасках. Итак, все 6 цветов я выкрасила. Сейчас покажу вам, как это в мокром виде смотрится поближе. Сейчас у меня вечернее искусственное освещение.
Итак, цвета высохли, гуашь сохнет довольно долго, но и наносила я ее достаточно толстым слоем, как вы видели. Выглядит очень красиво, на мой взгляд. Посмотрите, как сияют цвета. Текстура очень приятная и ровная, никаких плешивостей нет. Название цветов я подписала, можете прочитать, посмотреть. В общем-то, я выкраской довольна. И брала эту гуашь я в основном с мыслью раскрашивать ей в Хани Карлсон. Делать там такие сияющие и золотистые фоны. И прямо сейчас я сделаю один из фонов на камеру. Я выбрала иллюстрацию со змеей. Это «Времена года» Ханы Карлсон. Почему я взяла эту иллюстрацию? Потому что здесь фон достаточно удобно красить, нет мелких деталей. И сейчас я попробую сделать фон из двух цветов. По моей задумке это должно быть что-то похожее на венецианскую штукатурку. Я использую цвета золото инков и античное золото. Вначале ровным слоем нанесу первый цвет, это золото инков, и уже потом буду губкой наносить второй цвет, создавая эффект штукатурки. Итак, за кадром я доделала мелкие детали вокруг змейки, и фон у меня полностью высох. Посмотрите, что получилось. Фон очень красиво сияет, имеет достаточно ровную текстуру, но видно проплешины. Опять же, это возможно из-за того, что я так наносила цвет не слишком ровно. Видны штрихи кисти, и вот здесь прям видно, что бумага просвечивает сквозь краску. Для идеального результата, я думаю, следует наносить 2 слоя, но я не буду наносить второй слой, потому что я буду наносить другой цвет сверху, и думаю, что эти проплешины все равно видно не будет в итоговом результате. Поэтому для моих целей подойдет и такое нанесение.
Я беру второй цвет гуаши. Это тот самый цвет, который самый темный и с зеленоватым отливом. Называется античное золото. Я буду наносить его с помощью вот такой кисти губки. С фоном я закончила. Посмотрите, что получилось. Довольно симпатично смотрится. Цвета очень-очень красиво сияют. Вообще мне понравились цвета этой гуаши, поскольку блестят они очень сильно. Есть, конечно, недостатки, но это уже мои косяки. С правой стороны фон выглядит намного лучше, как мне кажется, чем с левой. С левой стороны от змеи я слишком плотно нанесла второй цвет, не слишком воздушно, и получилось, что как-то не похоже на штукатурку. Это тот эффект, которого я хотела добиться. И если с правой стороны это более-менее получилось, то с левой, ну, как-то так. Ну, ладно. В принципе, я думаю, если раскрасить саму змею, то будет смотреться намного лучше. И, возможно, слева я добавлю сверху еще золотого. Ну, посмотрим. Я закончу эту работу на следующей неделе и уже в следующем хобби-влоге вам покажу результат, что же у меня получится. А пока предлагаю посмотреть на те работы, которые я раскрасила за эту неделю. К сожалению, у меня их всего 2. Да, очень мало, потому что не было много времени. Но, тем не менее, показываю вам то, что есть. Одну работу я сделала вот в этой распечатанной раскраске с мышонком. Здесь я раскрашивала маркерами. Вообще в этом альбоме я красила как карандашами, так и акварелью. И теперь вот попробовала маркерами, и бумага здесь очень хорошая для любых материалов. Мне нравится эта работа, вообще нравится эта раскраска с мышонком. Я думаю, что обязательно распечатаю и остальные части из этой серии. Также я раскрасила одну работу весенним днем в Корее. Это раскраска с цветами. Она мне нравится тем, что не надо раздумывать и придумывать что-то, а можно просто взять референс и по нему раскрашивать. Хотя я думаю, что если бы не было этого референса слева, то все равно работу я раскрасила именно так, поскольку здесь изображены цветы фиалки, листья зеленые, соответственно, птички и их домики бежево-коричневые. Мне кажется, что если бы я не смотрела на картинку слева, я бы все равно все так же абсолютно раскрасила. А здесь я использовала карандаши Brute Funner. Очень хорошо они у меня в этой раскраске идут.
Ну и сама раскраска тоже у меня не лежит без дела, как вы видите. Уже несколько работ в ней я сделала за достаточно небольшой период. И это все были работы за неделю. Конечно, очень мало, всего 2 работы, но я зато показала вам, как делаю фон в Хане Карлсон. Я надеюсь, вам было это интересно. Если так, пишите в комментариях. А я буду очень рада вашим лайкам, любым комментариям. Спасибо вам за просмотр этого видео и увидимся с вами в следующих видео. Пока!